Дорогие друзья, приветствую вас на канале «Разумная медицина», доктор Евдокименко. И сегодня я хочу поговорить с вами о болезнях желчного пузыря. Тема эта массовая, тема эта актуальная, и в отношении этой темы существует много заблуждений. Но начнем с того, а вообще почему возникают болезни желчного пузыря. Такие самые массовые из них – это дискинезия, холецистит, ну и камни в желчном пузыре. Мы в основном будем говорить сегодня о дискинезии и холецистите. Так вот, почему возникают эти заболевания. Причина первая, о которой все знают, это какие-то погрешности в питании, это очевидно. И еще раз говорю, об этом знают многие. Вот о чем мало кто знает, что проблемы с желчным пузырем возникают при малоподвижном образе жизни. Поэтому от дискинезии и холецистита часто страдают, во-первых, студенты, которые целыми днями сидят и за столом учатся, пенсионеры, которые мало двигаются, и офисные работники, тоже потому что они двигаются мало. Почему при малоподвижном образе жизни возникают проблемы с желчным пузырем? Все дело в том, что при движении желчный пузырь назовем так, массируется, и при этом таком массаже, при нагрузке на желчный пузырь, желчь легче выдавливается из пузыря и лучше циркулирует. Поэтому, если мы хотим справиться с заболеваниями желчного пузыря, то первое, что нужно сделать, это начинать двигаться. Но к этому мы еще вернемся. А сейчас я скажу о третьей причине проблем с желчным пузырем, о которой почти никто не знает. Как ни странно, это стресс. Наверное, многие из вас удивляются от такого заявления, почему стресс влияет на желчный пузырь. Между тем, это очень легко объясняется. При стрессе, при нервном напряжении происходит сжатие сфинктера желчного пузыря, и желчь плохо опорожняется. То есть желчь плохо выходит из желчного пузыря. И возникает ее застой со всеми вытекающими последствиями. Какие это последствия? В первую очередь дискинезия и во вторую холецистит. Кстати, а что такое дискинезия? Вот многим людям это слово непонятно. Постараюсь ответить упрощенно. Дискинезия – это нарушение движения желчи по протокам и застой в желчном пузыре. То есть нет органических поражений. Условно говоря, анатомия желчных протоков, печени, желчного пузыря не меняется. Но ток желчи, физиология вот этого движения, она нарушается. Какими симптомами проявляется дискинезия? В первую очередь это боль под ребрами справа, говоря по-медицински, в правом подреберье. Вот эти боли, они могут быть ноющими, и чаще всего они именно ноющие, тупые, но иногда бывают острые. Эта боль может возникать через 15, 20 или 30 минут после еды и может болеть недолго. А иногда эта боль становится чуть ли не постоянной, то есть длится несколько часов. Еще раз повторю, характерный симптом дискинезии – это ноющая тупая боль в правом подреберье. Кроме боли в подреберье могут возникать довольно неожиданные симптомы. Это постоянная усталость, некая раздражительность, иногда даже слабость, нарушение сна. И что очевидно, это какие-то нарушения аппетита. У кого-то аппетит снижается, у кого-то он наоборот повышается. Вот это тоже может быть проявлением дискинезии. Застой желчи, который возникает при дискинезии желчных путей, со временем может привести к воспалению желчного пузыря, или, говоря по-медицински, это холецистит. Холецистит бывает каменный, то есть калькулезный, и бывает некаменный, то есть некалькулезный холецистит. Но мы будем сегодня говорить о некаменном холецистите, потому что камни в желчном пузыре – это отдельная и очень сложная тема, которая, с моей точки зрения, заслуживает отдельной передачи. Как проявляется некаменный холецистит? Да, собственно, теми же самыми симптомами, что и дискинезия. Это боли в правом подреберье, но другое дело, что они, как правило, становятся более выраженными, более сильными. Они более ярко проявляют себя при каких-то нарушениях диеты, даже при тряске, когда вы едете в транспорте, в каком-то автомобиле. И эти боли становятся особенно сильными, если к этому заболеванию присоединяется инфекция. Такое тоже бывает. То есть некоторые микроорганизмы могут усилить воспаление желчного пузыря. И тогда боли становятся достаточно интенсивными. И теперь возникает, естественно, вопрос, а что же нам со всем этим делать? Во-первых, нужно поставить правильный диагноз. Какие исследования нужно пройти?
самое очевидное, что приходит на ум, это УЗИ, ультразвуковое исследование. УЗИ – это первый метод, с которым мы начинаем обследование желчного пузыря. Очень важный метод обследования, с моей точки зрения, и этот метод я назначаю многим, это компьютерная томография, то есть КТ брюшной полости. Третий метод обследования – это зондирование желчного пузыря. Этот метод проводится в некоторых лечебных учреждениях и нужен он для того, чтобы определить состав желчи. Ну и четвертое – это, естественно, это анализы крови. Анализы крови покажут нам, какие нарушения функции печени возникают у пациента, и, собственно, помогут скорректировать лечение. И вот к лечению мы теперь и переходим. Конечно, в идеале, если при лечении желчного пузыря вас будет вести грамотный гастроэнтеролог. Но не всегда удается такого врача найти, поэтому сейчас мы с вами пройдемся прям по всем пунктам нашей терапии. Очевидно, наверное, что начинать нужно будет с диеты, но к диете мы вернемся чуть позже. Очень важный метод лечения – это, конечно, и поставим его под номером 1 – это специальные лечебные упражнения. Эти лечебные упражнения вы можете найти на нашем канале. Они у нас называются 5 упражнений для лечения панкреатита и холецистита. То есть эти упражнения помогают и при панкреатите, и при холецистите. Но делать их можно только в том случае, если мы уверены, что у вас нет больших камней в желчном пузыре, потому что иначе может произойти закупорка. Следующий метод лечения, который мне очень нравится, это применение лекарственных трав. Что особенно хорошо, что вот те травы, которые я буду сейчас перечислять, они помогают не только при холецистите, они еще и помогают при панкреатите. То есть эти травы двойного действия, они не только лечат желчный пузырь, но они еще лечат поджелудочную железу. Какие травы я имею в виду? Ну, во-первых, это, о чем я говорил в передаче о панкреатите, это кукурузный рыльц. Вторая трава, которая мне очень нравится, это расторопш. Под номером 3 идет корень одуванчика. И под номером 4 корень лопуха. Вот эти травы двойного действия применяются в виде отваров, настоев. Они хорошо восстанавливают функцию желчного пузыря, и они хорошо восстанавливают работу поджелудочной железы. То есть они очень полезны. Из тех лекарственных трав, которые лечат именно желчный пузырь, я назову бессмертник и тысячелистник. А еще календула. Она, кстати, хороша тем, что она не только лечит желчный пузырь, но она еще очень полезна и для желудка. Из таблеток посоветую такой препарат, кстати, его я тоже упоминал при лечении панкреатита. Он стоит очень недорого, этот препарат, и называется он аллохол. Очень, с моей точки зрения, хорошее и полезное лекарство. Какие у него показания? Ну, во-первых, холецистит, дискинезия. Очень хорошо этот препарат помогает при так называемых атонических запорах, то есть когда плохо работает кишечник. А еще этот препарат полезен тем людям, которым удалили желчный пузырь. То есть лекарство очень неплохое, очень недорогое, но имеет важные противопоказания. Во-первых, помимо гиперчувствительности, то есть этот препарат не подходит тем, у кого есть какая-то особая чувствительность к компонентам этого лекарства. Но самое главное, еще раз хочу подчеркнуть, что этот препарат нельзя применять при камнях в желчном пузыре. Это раз. Второе. При остром гепатите его тоже нельзя принимать, то есть при обострении каких-то печеночных заболеваний. При язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки этот препарат мы тоже не используем. Ну и я говорил об этом в передаче о панкреатите. При остром панкреатите, при обострении панкреатита этот препарат тоже противопоказан. В остальном очень хорошее и полезное лекарство. И теперь мы переходим к следующему методу лечения дискинезии и холецистита. Это применение минеральных вод. Как и при панкреатите, при холецистите полезны ессентуки номер 4 и номер 17. И я напомню, что их нужно использовать особым образом. То есть бутылку нужно открыть заранее, дать выйти газом, и пить ессентуки нужно в теплом виде, не в холодном. Помимо ессентуков полезны воды Железноводска, Карловых Вар, Трусковец. Курс лечения минеральными водами не очень долгий, то есть не несколько месяцев, а где-то в среднем 3-4 недели. Ну и теперь переходим непосредственно к диете. Диета нужна не сверхстрогая, но тем не менее некоторые моменты нужно иметь в виду. Во-первых, питаемся
4-5 раз в день. Но вот эти 4-5 раз в день при холецистите и при дискинезии не должны перейти в постоянное перекусывание. То есть 4-5 раз в день не очень большими порциями и никаких перекусов между приемом пищи. Это первое. Что запрещается при холецистите и при дискинезии? Во-первых, никаких очень горячих напитков или блюд. Убираем любые блюда и любые супы на мясном, рыбном и особенно на грибном бульоне. То есть никаких мясных, рыбных или грибных супов. Дальше. Убираем блюда из жирных сортов рыбы или мяса. Конечно же, убираем всякие копчености и мясные полуфабрикаты. То есть никаких сосисок, сарделек, колбас, ну и так далее. Убираем особенно жирные блюда, такие как блины и оладьи. Да? Вот эти блюда очень часто вызывают боли в желчном пузыре. Из менее очевидных: какао, шоколад, мороженое, кислые сорта яблок, ну и, конечно, алкоголь. И последнее, что я должен сказать: в тех случаях, когда, например, холецистит протекает на фоне какой-то инфекции, то есть когда это протекает все сильными болями, с повышением температуры, вот в этих случаях показан прием противомикробных препаратов. И я своим пациентам очень часто рекомендую тот же препарат, который хорошо подходит для лечения гастрита и язвенной болезни желудка. Это трихопол или метронидазол. Подведем итоги. Резюмируем все вышесказанное. Для лечения дискинезии и холецистита, в том случае, если нет камней в желчном пузыре, мы проводим лечение. Это первое упражнение, то есть 5 упражнений для лечения панкреатита и холецистита. Ссылка на эти упражнения, на видео с этими упражнениями будет под вот этой самой передачей. Второе. Лекарственные травы, я их уже перечислял. Третье. Препарат, который называется аллохол. Четвертое. Минеральные воды. И пятое. Это диета. Это те методы, которые нужны для лечения заболеваний желчного пузыря, в том случае, если нет камней. А вот если есть камни, ну, об этом мы поговорим в будущем, в одной из следующих передач. Оставайтесь с нами, дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал и будьте здоровы!